вот считается, один из лучших политиков в мире – это Сталин. Neuvostoliittolainen opetettiin palvomaan isä aurinkoista. Villin kapitalismin alkutaipaleella tarjottiin esikuvaksi tanssivaa alkoholistia. Ykkössankarina useimmissa mielipidemittauksissa on edelleen Pietari Suuri. Jopa 90% nykyvenäläisistä pitää Pietaria yksinomaan myönteisenä hahmona ja hänen toteuttamiaan uudistuksia maan kehitystä edistävinä. Pietari Suuren myytti hallitsee venäläisiä, koska elämän ohjaajana ja määrääjänä hän täyttää ylivertaisesti isähahmon vaatimukset. Venäläisten kaipuu vahvaan isähahmoon, joka pitää suuren maan massat kurissa, on suuri. Onko sellainen nyt löytynyt? Никто не знал, что он будет президентом, но все мальчишки и девчонки знали, что Володя Путин настоящий друг и на него можно положиться. А потом друзей стало так много. Целая страна Россия. Они выбрали его в президенты. Это наш президент России, это твой президент. Вот у меня сын учится в 42-й гимназии, им выдавали всем первоклассникам. Вот когда я была маленькая, мы учили стихи про дедушку Ленина, который был там, хороший, смелый, там, умный, но ничего конкретного. Я думаю, что руководитель должен тот был, который чтобы всех видел и как все потребности, или заботы людей, населения всего знал. Водитель, в первую очередь, это, конечно, лидер, кому можно доверить и доверить свою жизнь. Россияне, они привыкли, чтобы кто-то ими руководил. И они руководителю, которого избирают, доверяют. Я считаю, Путин. Он и строгий, и как бы такой. Руководитель тот хороший, который чувствует атмосферу в коллективе, который в первую очередь за идеи, который изучает коллектив. Ну вот считается, один из лучших политиков в мире – это Сталин. В смысле его достижений государственных. В масштабе страны. Nyt körötellään pikkuhiljaa Tamboviin, Mitsurinskin kaupunkiin, koska mä oon kuullut, että siellä saattaisi olla sellainen isä Dimitri, joka osaisi mahdollisesti kertoa, minkälainen isä tai mies on hyvä johtaja. Андреевский зачем? Андреевский сюда мне. Мы попытались сегодня объединить всех. Тех, кто сегодня приехал, тех, кто смогли, нашли в себе силы, вот, не просто приехать, да, а еще взять в руки флаг. Это ведь национальная гордость, это достояние наше. Вот. Я всегда удивлялся, почему американцы могут чтить свой флаг, свою национальность, они как-то вот по-особенному относятся к тому, что они американцы. А мы, русские, почему-то нет. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Стремиться к лидерству не надо. Нужно стремиться к пониманию.
И когда ты будешь понимать, а с этим пониманием придет и уважение, и любовь к людям, вот, только тогда вот ты будешь лидером, тебя будут любить и будут желать общаться с тобой. Вот, потому что в тебе действительно есть то, чего так мало можно найти в людях. Вот. Почему, обрати внимание, почему, значит, сказано, перестань жить для самого себя и начни жить для других. И тогда ты поймешь смысл жизни, найдешь. Христос воскресе! Христос воскресе! Лидер для русских, ну, наверное, скорее всего, это человек, который не просто может повести за собой, а еще человек, которому доверяют. Можно быть лидером для самого себя, и с тобой никто не будет общаться. Но я лидер. А можно быть действительно лидером для великого дела, для людей. Поэтому это человек, безусловно, которому доверяют и за которым могут пойти люди. Дай Бог, чтобы эти дела были добрые. Вечно молодой. Вот. А православный человек, да вообще быть русским, понимаешь, это значит быть хранителем. Хранителем. Удивительная история. И ответственность. Огромная ответственность, которую Господь налагает на нас. Ведь мы восприемники этой великой миссии. Быть христианином. Ведь Третий Рим, четвертому не бывать. Когда просто даже начинаешь читать историю. Даже не читать, просто разговаривать с ветеранами нашими. Русские. А посмотри, допустим, как на данный момент поднимается наш спорт. Вот Олимпийские игры. Сколько болельщиков было. Понимаешь? И многие говорят, как болеют русские. Мало кто так болеет. А в духовной среде, понимаешь, в русском все. У него и внешний, значит, и внутренний мир всегда в гармонии. Не в противоречии с самим собой, всегда в гармонии. Вот. Русский может полюбить, вот, и отдать душу. Ну, а может, конечно, и встать на защиту своих рубежей. Так что держись. Вот. Быть русским – это милость Божия. Мечтает себя разным. Наверное, о том, чтобы наша страна оставалась такой же сильной, могучей. Чтобы в ней было очень много патриотов, таких как сейчас. Чтобы было побольше таких людей, которые свободно, спокойно отдают свою жизнь за Родину. Наверное, все равно, да, вот как бы все равно вот национальный вопрос все равно, мне кажется, остро стоит, да. Да, остро стоит. Молодых. Да. Сейчас убивают, вот, националисты. Вот. Очень много необузданной молодежи, я считаю, так вот. В последнее время, наверное, очень много агрессии в России, наверное. Наверное, из-за этого все равно какие-то проблемы происходят. По отношению к себе нет. Но все равно много читаешь, видишь, страшно это. Как и любое общество, которое переживает такой достаточно долгий и мучительный переходный период, все-таки национализм – это факт нынешних дней. И национализм, как наиболее простое средство мобилизации общественного мнения, достаточно часто российскими политиками используется. Особенно это было очевидно в начале 90-х годов, но рецидивы этого мы видели и на прошлых выборах. Конечно же, это не имеет отношения к тем, кто выглядит по-европейски. В России к вождю, к президенту относятся как к Богу. Этот Бог помогает девочкам найти мужа, помогает чиновнику сделать карьеру. Он уже существует где-то в другой категории,
категории не нашей человеческой, а в категории скорее мистической, сакральной. Riitta Pyykön kirjassa Maa, jossa kaikki on mahdollista, venäläiset taiteilijat esittelevät ideoitaan siitä, mitä vanhoille patsaille voisi tehdä. Yksi esimerkki on se, että käytetään hylättyjä kädellään suuntaa osoittavan Leninin patsaita kilometripylväinä osoittamaan matkaa Moskovaan. Tai sitten asetellaan kaikki monumentit, joista halutaan eroon, tasaisin välein suoraan jonoon entisestä Stalingradista Moskovaan, sieltä entiseen Leningradiin ja edelleen ulos Suomenlahdelle, jolloin ne karkoittavat kommunismin länteen, josta se on kotoisinkin. Mä löysin mielenkiintoisen artikkelin tämmöisestä paikallisesta opiskelijalehdestä, jossa opiskelija on käynyt matkustamassa Kuubassa ja kirjoittaa sieltä havaintojaan. Ei yhtään McDonald'sia ja erilaisia länsimaisia ruokatarvikkeita saa vain turisteille erityisesti suunnatuista kaupoista. Eli tismalleen samoja asioita, joita itse olen täällä Venäjällä ihmetellyt noin 16 vuotta sitten. Niin se maailma muuttuu ja heiluri heiluu. Aika kova kallo Vladimir Ilitsillä. Maa on muuttunut ja muuttuu, mutta ovatko ihmiset pysyneet vauhdissa mukana? Tarvitsevatko venäläiset sittenkin uuden isä aurinkoisen tunteakseen olonsa turvatuksi? Я был удивлен, когда я сделал эту выставку. Она имела несколько ироничный характер. Но когда я увидел людей, которые идут к нему, к этим портретам Путина молиться, когда я увидел девушек, которые просят у него мужей, которые просят у него женихов, не пьющих, естественно, я был потрясен. И я понял, что я попал в самое сердце своему народу. Своими картинами я хотел сказать «нет». Я хотел это остановить. Но я был услышан совершенно противоположно. Все услышали «да, да здравствует Путин». Это моя трагедия. Я думаю, что я сделал то, что я мог как художник. И от меня услышал народ совершенно противоположное. Они услышали то, что вот, наконец, появился Бог, давайте ему поклоняться. Спасибо товарищу Путину за нашу счастливую старость. Ну, как президент Путин, конечно, мне импонирует. Мне нравится он вообще. Еще, может быть, если бы он остался на третий срок, может, правда, у нас было бы что-то еще к лучшему пошло бы, наверное. В любом случае, быть замечательным, хорошим, добрым человеком. И сильным, главное, сильный. Благородный. Я хочу мечты простые, чтобы Путин еще остался на один срок нашим президентом. Хотя я маленький человек, чтобы касаться, допустим, темы президента, да? Но, во всяком случае, я благодарен Богу, что Господь даровал нашей стране такого человека. Мы даже семьей на вечерних молитвах, ну, иногда так вот, мы собираемся и поминаем его о здравии. Помимо того, что я как священник его поминаю, значит, и за литургией, а вот дети. Дети понимают, что этот необыкновенный человек помогает нашей стране встать с колен. Я не буду углубляться, допустим, в тайные дебри, там как, что, чего. Но, во всяком случае, благодаря этому человеку нас стали уважать снова, русских людей. Мы обрели, значит, свое лицо, свой статус политический. Вот. Но это мужчина, настоящий мужчина. Отличный. Он мало того, что он секс-символ вообще этого тысячелетия. Мне нравится наш президент, например. Ужасно. Я так переживаю, что он уйдет в 2008 году. Ну, уже кончается. Очень. Потому что мне кажется, что он сделал достаточно для того, чтобы и Россия в мире как-то так уже нормально себя чувствовала, и все. Может быть, успеет еще для наших стариков что-то сделать.
Так думаю. Когда-то я по Невскому прогуливался, и корреспондент американской газеты, тоже телевидение было, спросили, как вы относитесь к нашему президенту? И я так сказал, банально, наверное, а как вы, американцы, относитесь к своему президенту? Вы гордитесь своим президентом? А почему я не должен гордиться нашим президентом? Путин нужен для России? Сложный вопрос. Я не могу на это сказать. Так скажем, в принципе, он мне довольно симпатичен лично, хотя ситуация, которая происходит вокруг него, то есть окружение его, и особенно его партия, «Единая Россия», такая марионеточная какая-то партия, то есть когда говорят люди из этой партии по телевидению, впечатление, что они совершенно не способны думать сами, чего я не могу сказать про Путина. Но, тем не менее, я никогда не голосовал за него и никогда не буду за него голосовать, но мне бы хотелось сказать только, что не надо какую-то устраивать истерию по этому поводу, то есть действительно, по сравнению с правителями, которые были до него, это совсем не так плохо. Или даже если сравнить его, например, с американским президентом Бушем. Я считаю, что ситуация, когда в стране... неправильная ситуация, когда в стране все может решать один человек. Да, когда люди вынуждены отстаивать, да, силой отстаивать свое право быть услышанными. И когда порой единственным средством, да, чего-то добиться является вот именно обращение к президенту. И для того, чтобы голос людей был услышан, это должно быть именно массовое, да, какое-то выступление, это не факт, что действительно, да, мнение людей прислушиваются и делают так, как люди просят. То есть прежде всего это экономические интересы, да, финансовые и так далее. Цензурных слов не будет. Niin ristiriitainen hahmo kuin Putin onkin, niin osalle kansasta hän on varmasti koko maan isä. Nyt mun mielestä olisikin mielenkiintoista tietää, että minkälainen hyvä isä on. Ну, хороший отец, я думаю, это тот, который сможет научить своих детей прежде всего, чтобы они стали не только хорошими людьми, но, я думаю, и хорошими отцами и матерями, который может с мужской точки зрения показать, что такое счастье. Отец, который заботится о своих детях. Да. Вот это хороший отец, который думает о них и любит их. И главное, заботится. Это хороший отец. У меня очень хороший папа. У меня очень хороший отец. Мне повезло. А вот у моих детей нет. У них очень плохой отец. Мне не повезло. Ну, не знаю, каждый папа для каждого человека лучше, я так считаю. Да, каждый человек находит как-то свой язык со своим ребенком. То есть он не может быть стандартным каким-то вот одним. Нет стереотипа. Да, это что-то как... У каждого свое. Хороший отец. Но мне кажется, что прежде всего хороший отец – это тот отец, который учит своего ребенка ответственности. Вот как было в моем случае, отец мне всегда говорил: Дима, если, то есть прежде чем что-либо сделать, подумай, что за этим может наступить. То есть вот, возможно, благодаря такому подходу, как бы, ну, что-то в жизни и получилось. То есть вот это чрезвычайно важно. Ну и кроме того, куча всяческих других качеств, таких как там внимание, любовь, забота, доброта, тепло. Ну, все это должно быть свойственно отцу. Вот, наверное, все, что я как бы могу сказать по этому поводу. Вот. Ну, во-первых, который не прячет своих сыновей. Армия, хороший отец, который воспитывает в ребенке изначально патриотические чувства, культуру, военную и в целом культуру. Папа тоже, чтобы добрый был, сильный. Ну, не знаю, у меня хороший папа, у меня все родители хорошие. Хороший отец, наверное, скорее всего, это честный отец. Честный по отношению к своей супруге, честный по отношению к своей семье. А честность, она подразумевает это преданность. Честность, она подразумевает взаимопонимание. Вот. Наверное, скорее всего, отец, который обладает мудростью для того, чтобы не просто общаться и устраивать как бы уклад семейный, а еще и воспитывать детей. А для того, чтобы воспитывать детей, необходимо иметь авторитет. А авторитет у отца, он может быть, безусловно, как раз вот формироваться именно с того момента, когда он стал ответственным по отношению к своим поступкам.
Вот. Я думаю, что хороший отец – это, безусловно, любящий отец. А если он любит, он может прощать. Если он любит, он может уступить. Это очень важно, когда мужчина уступает. Очень важно. Поэтому я считаю, что отец – это очень важно и очень ответственно. Очень ответственно. На данный момент это человек, который не просто обеспечивает семью, да, а он еще владеет ситуацией и пытается руководить. Посмотри на фотографию сюда. А это папа. Так что если, допустим, в 4-м получается точная копия, а у нас получается точная копия и у Маши, на папу похожа, и сын похож на папу, и Игорь похож на маму, Таня похожа на бабушку. Да, на бабушку. А где стих твой? Я всегда матушке своей говорил, что не знаю, как тебе, а мне с тобой повезло. Да. Ну, слава Богу, что я дожил до такого периода, когда у нас такой президент. И поэтому и дети его фотографии носят с гордостью. Это лидер, да. Это лидер, который может повести за собой. И даже, может быть, он даже и не позовет за собой, а хочется уже за ним идти. И хочется помогать. То есть одно дело делать из-под палки, потому что нужно, а другое дело делать от сердца. Да, это лидер. Вот наш президент, он кем раньше работал? Разведчиком. К сожалению, может быть, в России всегда было большим искушением ждать какой-то радости и ждать счастья сверху, как бы от государства, от царя-батюшки, от генерального секретаря, от президента и так далее. Но мне кажется, это путь сложный, потому что государство – это, так сказать, важная сторона жизни общества, но она не может определять всю жизнь общества, она не может подчинять себе человека. И поэтому, наверное, поиск счастья, обретение счастья, которое, как я сказал, мне представляется, происходит вот в пути обретения единства и общения людей друг с другом, вот лежит как бы снизу, от человека к человеку, от сердца к сердцу, с глазу на глаз. Я вспоминаю сейчас одно свидетельство нашего уважаемого человека в России, Сергея Юрского. Он как-то сказал, что раньше мы думали, что истина нами познается на кухне. Вот в русской советской культуре есть такой вот образ кухни, где люди встречаются, люди общаются, люди пьют чай, там, обедают. Но главное, что происходит, это общение. И вот он говорит, что вот истина передается вот в таком вот общении. Не внешне, не объективно, не из новостей мы узнаем, так сказать, правду жизни, не из интернета, а вот при встрече с человеком, живым человеком, со своим опытом, с кем мы можем говорить без страха, без какого бы то ни было недоверия и не, вот как я сказал, не сверху вниз. А вы можете говорить о Путине здесь, в России? Так много. Ой, конечно. Не только в кухне. Только в кухне. Это... Ну, на улице. Конечно, можно про него говорить, все что угодно. Но, наверное, какие-то ограничения вот есть только на центральных телевизионных каналах, причем это не цензура, это просто, так скажем, мнение владельцев этих каналов. Мне кажется, что что-то подобное существует везде, а, как я уже упомянул, Италию в особенности. Собственно, Италия, вообще, для того, чтобы понять Россию, это, по-моему, самый хороший пример. То есть это очень похожая страна. Однажды швейцарец, один знакомый мне, сказал, что итальянцы – это такие комические русские, а русские, наоборот, трагические итальянцы. Ты думаешь о президенте Путине? О президенте Путине? Да.
Но сначала, когда его только выбрали, я хочу сказать, что это был первый правитель современной России, который не имел физических дефектов, который мог сам ходить. И не имел дефектов речи, который правильно говорил по-русски, причем не только по-русски. Мне кажется, что это уже очень большое достижение. Действительно, в 20 веке вот Николай II был последним таким. То есть Ленин имел речевые дефекты, Сталин тоже, Хрущев тоже. Брежнев не умел ни ходить, ни говорить. Горбачев говорил с акцентом. Ельцин тоже говорил и ходил плохо. И вот, наконец, мы получаем такого совершенно функционирующего правителя. То есть это уже очень большой прогресс. Если мы говорим о его сегодняшней реальной политике, это очень сложно, очень сложно. Я этим интересуюсь, я пытаюсь что-то разобраться, что происходит. Я читаю много новостей, причем если меня интересует какой-то вопрос, я читаю сразу. Я читаю кремлевский сайт, официально его, я читаю русский самый антикремлевский сайт, я читаю немецкий. Есть такие? Да, есть такие, причем их довольно много. То есть, наверное, если мы говорим о медиаполитике, то это очень похоже на то, что происходит в Италии, что делает Берлускони, делал до недавнего времени. То есть Путин контролирует основные телевизионные каналы. То есть то, что смотрят люди в основном. Человек же очень ленив, он не хочет искать информацию, он хочет прийти домой, нажать одну единственную кнопку, и чтобы ему все рассказали. Там ему все рассказывают, в общем, мир, каким его хотел бы видеть мистер Путин. Наверное, даже не таким, каким он его видит, он довольно умный человек, но вот есть у него свое такое представление. Поэтому действительно большинство населения пользуется этой информацией. Но в стране на самом деле нет цензуры. В стране есть масса альтернативной информации, есть какие-то более маленькие телевизионные каналы, особенно если это не прайм-тайм, если ночью там можно услышать даже на центральных каналах очень резкие передачи. Есть радио «Эхо Москвы», резко антикремлевское. А если мы говорим про интернет, ну там просто их море антикремлевских сайтов. И я хочу еще сказать, что то, что мне удается читать в европейских газетах по поводу современной российской политики, это очень печально. Просто, то есть, это очень примитивная информация. То есть, если какая-то аналитическая, критическая информация по поводу того, что происходит в России, я нахожу ее преимущественно в русских источниках, а не в европейских. В европейских я вижу какие-то клише времен Холодной войны. То есть, когда я читаю что-нибудь типа «Красный медведь вылез из своей берлоги и положил грязную лапу на газовую трубу, пытаясь задушить молодые европейские демократии», ну, мне хочется почистить зубы просто. Ну, это печально, что люди в Европе читают вот такие вещи. То есть то, что было актуально, может быть, 30 лет назад. То есть это с экономикой это очень сложный процесс, политика тоже. Musta tuntuu vähän siltä, että näin suuressa maassa on niin paljon eri kansallisuuksia ja todellisuuksia, että ne itsessään vaatii vahvaa paimentajaa. Eri asia on sitten tietysti, että minkälaista paimenta täällä tällä hetkellä kaivataan. Toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että meistä suomalaisista löytyy kyllä tätä ihan samanlaista auktoriteettiuskoa, vai kuinka monta kertaa sitä tulee epäiltyä esimerkiksi telkkarissa esiintyvää asiantuntijaa, siis silloin kun mä en ole ruudussa. Vuonna 2002 neljännes venäläisistä nosti maansa tunnetuimmiksi symboleiksi Kremlin ja vodkan. Mä luulen, että pienen suomalaisturistin kannattaa kuitenkin täällä Venäjällä pelätä enemmän tätä. Великая страна Россия, и все говорят, что все будет хорошо. Все будет хорошо.